Подписчикам привет! Сегодня фильм «Поздняя осень», 2010 год, автор сценария и режиссер Ким Тхе-йон, в ролях Хён Бин и Тан Вэй. Бюджет не нашла, сборы 5,9 миллионов долларов. Тан Вэй, китаянка, жена режиссера. Сюжет. Анну Че осудили на 9 лет за убийство мужа. Ее выпускают из тюрьмы на 3 дня на похороны мамы. Анна, этническая китаянка, знакомится в автобусе с корейцем, который просит занять ей $30 на билет. Анна не сразу, но одалживает ему нужную сумму. Он в качестве залога отдает ей свои часы. Персонаж Хён Бина – профессиональный жиголо. Альфонс, продажный мужчина, имеет связь с замужней женщиной, которая расплачивается с ним деньгами мужа-американца. Кстати, дело происходит в Америке. Вот такая славная парочка. Вроде нудный фильм, все так размеренно, никто особо никуда не торопится, но внимание зрителя каким-то образом удерживается. Финал печальный. Альфонса и замужнюю женщину убили. Мои впечатления. С одной стороны, все просто и понятно. Жена изменяет мужу. Это не есть хорошо. Жиголо персонаж тоже малоприятный. Любой муж взбесится, если узнает, что жена ему изменяет с молодым Альфонсом, да еще и расплачивается с ним его деньгами. Попробуем оправдать жену-кореянку. Кто-то скажет, ну, разлюбила она мужа. Тогда пусть разведется. Если она этого не делала, значит развод по брачному договору не сулил ей ничего хорошего. Ну, в общем, поведение жены лично у меня не вызывает положительных эмоций. Но убийство слишком радикальная мера. Теперь об Анне. Первой любовью у нее был друг детства, но он женился на другой. Она вышла замуж не по любви. Мне кажется, что этого не стоит делать ни при каких обстоятельствах, потому что это бомба замедленного действия. Так и случилось. Что касается Хуна, так зовут нашего Альфонса, казалось бы, человек по своему роду занятия не может вызывать сочувствие. Но в исполнении Хён-бина персонаж получился таки симпатичным. Когда Сон Йо-джин, жену будущую, спросили, что в первый раз произвело впечатление в облике Хён-бина, она ответила: волосы, прическа. Абсолютно согласна с ней. У корейцев очень жесткие волосы, и чаще они неуправляемы. Но у Хён-бина очень податливый и с легкостью зачесывается назад. Конечно, не без помощи каких-то фиксаторов, но тем не менее. В фильме есть даже эпизод, когда он играет с волосами, меняя прически. Вообще Хун производит впечатление человека совершенно легкомысленного. Его предупреждает брат, что тебя разыскивают и хотят убить, на что он с ухмылкой отвечает: я уже 2 года в Штатах и знаю, дескать, как себя вести. Наивный дурачок. Неужели он на самом деле думал, что ему это сойдет с рук? Тема наказания не смакуется в фильме. Нет длительных сцен мучений, кровавой расправы, как-то вскользь, совсем не страшно. Когда я в первый раз смотрела эпизод, когда Анна приносит 2 кофе и не обнаруживает рядом Хуна, она начинает бегать, искать его без слез, без надрыва. Стало понятно, почему его нет рядом, потому что больше его нет нигде. Мне стало так жаль его. 2 одиноких человека. Одна сидит в тюрьме, другой продает свое тело. Встретились и потянулись друг к другу. Для обоих это было как путь к исцелению, очень короткий период, но он был. Я всегда не могла понять, зачем люди занимаются такого рода деятельностью. Неужели деньги, заработанные таким способом, кажутся легкими? Ведь для этого надо преодолеть себя, заставить поверить, что ничего страшного, это всего лишь мое тело. Но однажды ты повстречаешь человека, с которым все будет по-другому, и все, что было прежде, покажется тебе постыдным, и как-то надо будет оправдать себя. И когда этих оправданий не находится, наверное, будешь мучиться. Меня очень интересует тема Кореи, и я смотрю ролики русских девушек, вышедших замуж за южнокорейцев. Мне все нравилось, но меня мучил вопрос, почему в принципе мононациональная страна и так много интернациональных браков. Потом в этих роликах наши девушки одинаково стали признаваться в том, что рассказали свекровкам о своей профессии в прошлом. Хостес, танцовщица, собутыльница и так далее. И, дескать, им так было стыдно, гордиться-то нечем. Я еще тогда подумала, но если все было пристойно, то чего стыдиться? Но окончательно для меня все стало ясно, когда я увидела один из роликов именитого блогера об опасных профессиях в Южной Корее, куда он пригласил некоторых персонажей, ролики которых смотрю я. И одна из героинь прямым текстом говорит, что не все так пристойно, как хотелось бы, но все сугубо на добровольных началах. Как говорится, по любви, но за деньги. Но самым неприятным для меня моментом был ответ на вопрос ведущего, хотела бы она такой судьбы для своей дочери. И наша героиня не исключала этого.
В связи с этим вспоминаю сериал «Воспоминания о Бали», в обзоре на который я недоумевала, почему героиня-резидент со знанием иностранных языков не могла найти работу и работала в караоке-баре этой самой собутыльницей. И в комментах мне написали, что в Южной Корее все по-другому, что трудно найти работу и так далее. Так вот, суммируя все сказанное, я прихожу к выводу, что в Южной Корее все как у всех. Просто наши некоторые героини, как и героиня Бали, не хотят трудиться на заводах, мыть посуду, туалеты. Они хотят красивой жизни, легких денег и богатого мужа-простачка или мужа-дурачка. Чтобы покорить девушку с моральными принципами, нужно время и много терпения. А это дефицит в наше стремительное время. А облапошенным свекровкам куда деваться, когда есть дети и вроде как довольный сын. И возвращаясь к нашему фильму, надо быть в какой-то мере провидцем и строить так свою жизнь, чтобы не было мучительно больно и так далее по классику. Не знаю, вроде ничего особенного, но фильм мне лично запомнился. Не шумный, не навязчивый, но правдивый. Тюрьма, похороны мамы, дележ имущества, проституция, нехватка долларов, хмурый несолнечный пейзаж. Все как обычно, грустно и печально. И все тот же финал, смерть. На этом все. Всем пока. Подписываемся на канал.